Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Анна. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Сегодня мы с вами посмотрим такую интересную вещь, как ваша теневая сторона. Посмотрим, принимаете вы или не принимаете, какую энергию она вам дает, транслирует. И, соответственно, вам это поможет ее принять. Сделаем 3 варианта. Ну, вам, наверное, не будет видно надписей, да? Поэтому разложим на картах. Выбирайте вариант 1, 2, 3. Раз, два, три. Чтобы выбрать вариант, можно положить ручку на грудную точку и прям пройтись, спросить себя внутри, мой ли это вариант и будет ли для меня там информация. И давайте мы перейдем к первому. Первая теневая часть, может кто-то, кстати, прослушает все 3. И первая часть не пасуй перед трудностями. Здесь теневая часть, которую очень принято называть последние года жертвой. Да? В каком плане? Это не то, что, в том числе это люди, когда на вас нападают, например, да, это кругом враги, агрессоры, все не так, все не те. Это прям вот сильное, да, проявление такой жертвы. Но в том числе жертва проявляется и тогда, когда мы говорим себе о том, что я не могу, у меня не получается, меня не замечают, меня не ценят, меня не, как говорится, не уважают, да, ко мне относятся несправедливо, еще что-то, вот эта вся бетономешалка, это тоже вот у нас относится к тени жертвы. Соответственно, здесь нужно научиться тому, чтобы не пасовать перед трудностями, брать возможности и больше верить в себя, да, то есть жертва, она очень сильно себя сама недооценивает, сама себя не уважает и не ценит, потому что не видит своих достоинств, не видит своих каких-то сильных качеств, да. Возможно, кому-то поможет видео про цели, да, там новогодний марафон новой жизни. У меня есть несколько видео, посмотрите. И вам жизненно необходимо научиться, во-первых, искать в себе хорошие качества, да, и в том числе искать хорошие качества в других людях, потому что есть 2 грани. Либо жертва, она очень сильно себя обесценивает, считает себя никчемной, и, соответственно, другие люди поступают по отношению к ней или к нему также. А другая крайность – это очень сильная гордыня, да, кто они все такие. Тут идет обвинение других людей, что другие все какие-то не такие, а я там королева, например, или король. Вот, это, в принципе, 2 конца одного и того же. Золотая середина – это когда вы знаете свои сильные качества, свои слабые качества, вы и то принимаете, знаете, что вам подтянуть, и, соответственно, относитесь также к другим людям. Давайте посмотрим сильную сторону, какую энергию эта ваша теневая часть транслирует, чтобы вам можно было ее принять, да, протянуть, так скажем, прочувствовать. Ингус – это на самом деле про изобилие в мелочах в том числе, такое, как сказать, взаимовыгодное взаимодействие, да, с другими людьми. Жертва, она еще может, знаете, очень-очень много давать, даже не получая что-то взамен, потом она, соответственно, выдыхается, потому что ресурсов уже больше нет, взамен-то ничего не идет, и начинает, естественно, обвинять других людей в неблагодарности, всем остальном, но при этом, например, очень страшно может быть
попросить что-то взамен или попросить достойную плату, достойный энергообмен, да, соответственно. Это то, чему нужно научиться, да, подмечать какие-то мелочи, быть скрупулезными, например. Вы можете считать, что, ну, допустим, очень примитивный такой пример, но будет понятно. Вы с друзьями сходили в кафе, в ресторан, и все остальное в кафе, да, и каждый сам за себя заплатил, например, или вы заплатили весь счет, а потом друзья вам отдали свою часть, и кто-то, например, либо забыл, либо отдал меньше, да, и вы начинаете вместо того, чтобы напомнить, например, да, и либо попросить, ну, вы же договаривались о том, что каждый платит за себя, да, это такой был уговор. И, соответственно, вы вполне вправе спросить эти деньги. Вы не договаривались о том, что вы будете за кого-то платить. И здесь начинается, вот, знаете, так мяться на месте. Ну как же это, друзья, неудобно спросить, напомнить, а меня подумают, что я меркантильная, да ладно. А внутри вот это, ну вот опять я за всех там заплатил, например, или заплатила, опять меня там использовали и все такое. А здесь о том, что вот договорились так, сделали так. Какая-то вот четкость, знаете, в мелочах. Соответственно, если делаете работу, да, и вам говорят сделать дополнительную работу, опять-таки, окей, я сделаю, но вот за такую-то плату, например. И тогда вот это взаимодействие получается взаимовыгодным. Всем хорошо. Соответственно, чтобы вам эту тень принять и выйти, так скажем, из нее, нужно наладить здоровый энергообмен, не бояться высказываться, не бояться взаимодействовать с людьми на равных условиях, да, еще у нас жертва, она же, у нее иногда позиция ребенка, что вот я маленький, а вокруг меня все такие вот сильные, и я не справлюсь. И в этот момент нужно понимать, что вы такой же или такая же сильный взрослый человек, и что вы тоже можете подбадривать себя, возможно, как-то психологии себя развивать. Да? Давайте еще какой-нибудь совет, наверное, посмотрим для единичек. Вы здесь можете пропускать возможности, потому что считаете, что вам недостаточно каких-то качеств, но опять-таки, если вам эти возможности дают, значит, вы их либо тянете, либо вы в состоянии сделать, да, качественно, либо вы в состоянии в процессе научиться. Отшельник тут подмигивает. Ну, сейчас посмотрим, выпадет, не выпадет. Давайте 3 картами вам подсказочку. 2 монет, 7 монет и 2 жезлов. Причем здесь на 2 рунах, на 2 картах одна и та же руна Райдо. Это про движение, то есть вам в принципе нужно двигаться навстречу к людям, да, взаимодействовать с ними активно. Вам, возможно, не хватает каких-то знаний, опять-таки, как правильно взаимодействовать, да. Здесь у нас ансус зеркальный. И вот это вот здоровое взаимодействие, когда вот видите, они там поймали, кто тут зайчик, наверное, ей ножка, ему ножка, да, то есть равноценно. И тебе столько, и тебе столько. Сделал столько, получил столько же. И это партнерское взаимоотношение, когда и тому хорошо. И тогда, когда вы выходите на этот равноценный обмен, у вас идет прорыв в деньгах, в том числе в каком-то благосостоянии, потому что руна Ингус, она еще и про изобилие в том числе. Опять-таки, вас взаимовыгодный обмен здоровый с людьми приведет к прорыву в деньгах. А 2 жезлов у нас
о том, что как раз-таки нужно двигаться в сторону обучения себя этому взаимодействию. Ну, например, психологов посмотреть, либо сходить к психологам, либо сходить, сделать какие-то проработки практики, например, поработать со своими страхами, поработать со своими убеждениями какими-то, да, например, что все люди меня обижают, там, или все люди, там, мир небезопасен, да, все агрессоры, например. Вы можете ко мне обратиться, либо к каким-то вашим практикам сходить, это проработать. И тогда что? Правосудие. Опять, кстати, ты вас идет прорыв. Тут его, кстати, даже 2. Когда вы научаетесь здоровому энергообмену и здоровому коммуницированию с людьми, чтобы этот энергообмен был, у вас идет еще больший прорыв. То есть у вас прорабатываются ваши границы, вы становитесь увереннее в себе, у вас появляются какие-то новые шансы, новые знания в том числе. Немножко еще посмотрим. Король жезлов, и тут тоже. Да, и вам начинает, если вы людей боялись до этого, то вам начинает даже нравиться с людьми общаться. У вас идет действительно, как сказать, энергия от людей. То есть вы что-то делаете, вам что-то делают. Либо вы сделали, вам заплатили за это сумму, которая вас зажигает, то есть вам хочется делать дальше, вам хочется взаимодействовать дальше, вам хочется больше проявляться в этот мир и делать что-то для людей в том числе. Это, знаете, с позиции, когда мне комфортно, я и другим людям делаю комфортно, качественно и хорошо. Вот такой был для вас совет. Пишите в комментариях, насколько вам срезонировало. Можете просто поблагодарить, либо отправить донаты, если вам понравился расклад вашей позиции. А мы переходим к двоечкам. Двоечки у нас здесь улыбайся. Почему это теневая сторона? Хочется спросить. Здесь понятно. Такая теневая часть, как, знаете, вечного страдальца, да, или вечной страдалицы, великомученицы, я бы вот так сказала, что вы настолько боитесь показать, что вам хорошо, чтобы это не исчезло. Да, вот такое может быть убеждение, как, знаете, в детстве говорили, не радуйся, потом будешь плакать, да, сколько порадуешься, столько и поплачешь. Вот вам проще уже сразу поплакать, чтобы потом не плакать, да, грубо говоря. То есть заранее, Вселенная, я сдаюсь, да, мне нехорошо, не подумай, что мне вдруг стало хорошо. То есть вам очень сложно проявлять, возможно, свои эмоции, вам очень сложно быть счастливым, радоваться каким-то событиям, даже если они радостные события. Вы везде можете искать подвох. Например, что вот там человек что-то для вас делает, либо говорит комплимент, а вы так, а зачем он это делает, а почему он это делает, ну, либо она, неважно. А что от меня хотят, а что мне потом предложат, или а что с меня потом потребуют, да, вот лучше я не покажу, что меня это радует, лучше я не покажу, что мне человек, например, нравится, да, чтобы меня потом не обманули. Ну и другая сторона этого может быть, ну, точнее, давайте так скажем, да, сторона того, что вы, как сказать, привыкли вашими вот этими страданиями, но не то чтобы прикрываться, у вас есть вторичная выгода, вот, потому что вас начинают жалеть, вам начинают помогать, вам всячески жизнь
облегчают, да, рядом люди, и вы можете где-то даже немножко людей уводить в чувство вины, да, за то, что вам как-то плохо, и поэтому вы мне немножко уже должны что-то сделать, вместо того, чтобы, например, просто попросить, да, а попросить это я уже что-то должна или я уже что-то должен за это, тогда вот посмотрите в этом ключе, что вам очень страшно, например, быть людям чем-то должными. Поэтому если они сделали для вас что-то сами, для вас это проще принимается, чем когда вы что-то просите. И какой на самом деле позитивный здесь ресурс, чему нужно научиться, какую энергию ваша теневая часть несет, это Урус. Ну, в принципе, логично здесь у нас все. Здесь еще, знаете, вы можете часто болеть, потому что вторичная выгода вот этой ваших болезней в том, что вы опять-таки получаете помощь, вы получаете жалость, вы получаете внимание, потому что вам кажется, что по-другому вы никак это не получите. Если вы будете здоровой, если вы будете полны сил, то никто вам помогать не будет, придется все делать самой, и вообще вы никому не будете нужны. А так, что вас хотя бы жалеют, и есть какая-то коммуникация, есть что рассказать. Здесь, наоборот, вам нужно научиться заботиться о себе самому, либо самой, да, заняться здоровьем, потому что Урус — это руна физической силы, руна физического здоровья, да, и понять то, что слабым людям чаще всего помогают из чувства вины, из жалости, но это не самые позитивные чувства. Нужно понять и то, что сильным людям тоже помогают, но им помогают из желания быть рядом, из желания действительно помочь, да, прикоснуться к каким-то творческим его началам, либо просто прикоснуться вот к этой прорывной энергии. Урус — это еще руна вот олицетворяет такого быка, да, то есть вот, ну, представьте себе бык, да, вот это прежде всего это вот такое сильное животное, которое прет к своей цели, и вообще не важно, кто там стоит у него на пути, но при этом он еще и может вести за собой целое стадо. Поэтому у вас могут быть и лидерские какие-то способности, но вам настолько страшно это проявить, да, что вам проще быть ведомыми, да, и вот здесь есть смысл на это обратить внимание, что вы на самом деле намного сильнее, намного умнее и намного опытнее, чем вам кажется. Вам нужно свои вот эти качества принять, проявлять и, в принципе, больше улыбаться, потому что с людьми, которые улыбчивые, приветливые, с ними приятнее общаться. И люди, когда вот у вас какая может быть иллюзия? Иллюзия в том, что вот если я не жалуюсь, если я не прошу там помощи, с чем-то разобраться, например, да, то люди вообще не обращают на меня внимания. А не обращают они внимания, потому что с людьми, которые в некотором негативе, да, которые там, например, недовольны всем, которые вечно там страдают, болеют, это люди, которые тянут энергию из других людей. Возможно, конечно, не очень приятно это будет слушать, но те, кто это прослушают и задумаются, да, что-то вам подойдет, что-то, возможно, нет, вы прям огромные молодцы, потому что саморефлексия — это очень классная тема, потому что здесь не о том, чтобы кого-то обвинять, да, что вы такие-сякие. Нет, просто посмотрите, как по фактам, да. Это не плохо и не хорошо, это и есть, это сценарий, который вы можете поменять, убрать и качественно изменить свою жизнь, потому что руна Урус, она и про то, что вы можете выйти на действительно другое качество жизни, как в новую реальность, да, говорят, на новую ступень вашей жизни. И, соответственно,
люди, которые улыбаются, которые сильные, они пышут энергией, да, вот они сияют, да, как такие солнышки, с ними приятно общаться, и люди сами к ним тянутся. То есть вот это ваша иллюзия о том, что никто меня тогда не будет замечать, если я буду улыбаться, если у меня все будет хорошо, то я никому не нужен. Да нет, наоборот, вы увидите, что вы как раз-таки всем стали быть нужны. Возможно, какое-то первое время люди действительно про вас слегка забудут, потому что они привыкли, например, что вы только жалуетесь или все время болеете. Но потом, когда вы хорошие какие-то новости начнете рассказывать, да, спрашивать, интересоваться хорошим, что вы там, например, куда-то на танцы записались или на какие-то искусства или вообще что-то начали изучать, начали об этом рассказывать, люди поймут, что что-то поменялось, а возможно у вас появятся и какие-то новые знакомые, и, соответственно, вы вдруг станете всем интересны, потому что вы будете излучать энергию, во-первых, а во-вторых, начнет происходить взаимно выгодный обмен, да, между людьми. Соответственно, людям будет приятно с вами находиться рядом. Давайте посмотрим подсказочку для вас. Туз жезлов. Ну да, о том, что вам нужно вот эту энергию начать генерировать в вас самих. Посредством того, что кому-то даже заняться здоровьем, да, вылечиться, потому что на болезни уходит много очень энергии в том числе. Чтобы найти дело, которое вас зажигает, чтобы найти единомышленников, чтобы ваше времяпрепровождение в этом мире было радостным. Поэтому больше улыбаться, искать счастье в каких-то мелочах. Съели ваш любимый десерт, порадовались, как было вкусно, как мне понравилось, да? Либо поблагодарили того, с кем вы сходили в кафе, там, если вас угостили, да, спасибо тебе большое, мне так приятно было, я так люблю вот этот десерт и что-то типа такого. Да, здесь у кого-то действительно есть очень хорошие лидерские способности, на самом деле. Только они у вас сейчас могут проявляться в качестве, знаете, в таком войнушке, да, то есть война с соседями, либо война там с подростками, которые курят в подъезде, ну, например, там, либо с коллегами другого отдела, что вот вечно они на нас, мы на них. Можете воевать, вот в это ваш огонь не туда уходит. Соответственно, силы сливаются совершенно не на вашу жизнь, а у вас их, кстати, может быть довольно неплохо, не так мало. Вот, маг, вообще отлично. Хочу, могу и делаю. То есть вы, в принципе-то, все можете сами. У вас и энергии на это хватает. Вы и свою жизнь можете изменить, и другим можете помочь, между прочим. Но здесь может быть страх еще проявляться в том числе, потому что у вас же сценарий какой, да, что я там очень сейчас грубо скажу, но чтобы прям понятно было. Не в том плане, чтобы кого-то обидеть, что я вот такой слабенький, я такая слабенькая, мне нужно помогать, то у меня вечно все сыпется из рук и все остальное. И вам кажется, что когда вы станете сильным или сильной, тогда вас будут также использовать более слабые люди, ну, либо те, которые будут прикидываться слабыми. Но это на самом деле неправда. Если вы выстроите границы вполне здоровые с людьми, да, то, соответственно, вам, вы можете помогать, можете не помогать, это ваше право. Тем более схему вы знаете, как на жалость люди могут давить, соответственно, вы этих людей будете сразу видеть и отстраивать. Здесь про развитие своей личности, про, возможно, даже какое-то предназначение, да, опять-таки про дело, которое вас будет зажигать. И, соответственно, вы
сможете даже его как-то превратить в свое дело жизни. Да, оно вам поможет, кстати, выйти на некоторое изобилие, которое, вот здесь, видите, здесь не только про изобилие, это тройка кубков, здесь может быть семейное благополучие в каком плане, что, вот знаете, как уютный дом, что все счастливы, вокруг вас все счастливы, все улыбаются, и всем радостно, когда вы встречаетесь вместе. То есть вы можете прям таким солнышком стать на самом деле. Поэтому вам ваши наставники, ваши ангелы советуют начать больше улыбаться. Я вас благодарю, особенно тех, кто просмотрел до конца, кто действительно решил что-то поменять и задуматься. Пишите ваши резонансы в комментариях. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. И мы переходим к третьему варианту. Здесь у нас тень «Будь талантлив». О чем это? Здесь может быть некоторая, давайте назовем как такая тень не то чтобы незнайки, но тень неумехи. В каком плане вы можете ваши таланты зарывать. То есть, ну, например, вам говорят, что вы там поете хорошо. А вы такие, да, что такого, нормально пою, как и все пою. Либо если там рисуете, так, да нет, нормально все, как и все рисую, ничего такого выдающегося. Либо что вы, например, классный там, психолог от Бога, да, как говорится, что вы очень хорошо чувствуете людей, вы такие, да нет, как все. То есть вы свои дары и таланты не замечаете, зарываете и не проявляете в мир. Вы себя немножко принижаете, да, вам кажется, что это что-то такое, знаете, обыденное, как у всех. И вам очень нужно, вот, как сказать, научиться видеть в том, что люди разные, у них разные таланты, и, соответственно, то, что для вас кажется простым, ну, например, вы очень быстро считаете, и это ваш какой-то там талант, да, а вам кажется, что все такие. Да нет, не все такие, и вам нужно очень понять ваши особенности, чем вы отличаетесь от других людей, и как это можно, кстати, использовать. И я действительно прям вижу, что кто-то может в данном случае либо применить это в своей работе и продвинуться по какой-то карьерной лестнице, либо вообще сменить работу. Поэтому прям подумайте. Ну, здесь, если прям так говорить, то некая часть вот тоже жертвы, что у меня ничего не получается, что это все вот, ну, не так это все классно. У вас это может, знаете, ваш талант может быть в каком-то зачатке, да. Вы можете хорошо рисовать, при этом говорить, что, ну, ничего такого, и вроде как я не Шишкин, да, там, не... Кто у нас там еще художники? В общем, не 7 пядей во лбу и с кистью не родился, но вы можете это развить. У вас может быть какой-то зачаток таланта. Если вы начнете его развивать, либо вы там языки иностранные учите, щелкаете вот там двумя пальцами. Для вас это вообще там ничто, за полгода можете выучить. Давайте посмотрим, какую энергию ваша тень вам транслирует и как она вам помогает. Лагус, интуиция, но в принципе вы можете какие-то задачи решать интуитивно, причем, да, если вы, например, бухгалтер, и вы прям чувствуете, что здесь что-то не так, вот в этом счете, листе, не знаю, подсчетах, вот вроде как все сошлось по цифрам, но вы прям чувствуете, что-то где-то не то, начинаете перепроверять, и действительно там что-то вот где-то не сошлось, да, либо как-то вот интересно сделали, что оно вроде сошлось, а по факту, по цифрам
и там, физическим носителем, например, оно не сходится. А здесь вам могут какие-то образы, знания приходить в потоке, да, но это вот, например, про художников, да, они работают в потоке, писатели, они тоже вот через, вот как будто бы мне надиктовали, да, это вам может пригодиться в том числе в дизайне, в копирайтинге, да, что еще, рисование, писание, как правильно сказать, письмо, да, что у нас еще из потока. Можете видео снимать, да, какие-то образы придумывать, персонажей. Вот вам действительно может быть очень развитое воображение, как будто бы вам уже готовые какие-то картинки простраивают в голове откуда-то сверху, да, либо какое-то знание приходит, что вот так вот правильно будет сделать. То есть у вас очень хорошая интуиция. Давайте посмотрим подсказочки для вас. Ну, в том числе интуиция может быть вашим талантом. Вам нужно только прислушиваться. Да, вы можете людей чувствовать, например, что вот этот человек мне улыбается, да, на самом деле я ему не нравлюсь, либо ей не нравлюсь. И вы потом правы. Если вы будете прислушиваться к своей интуиции, то вы, например, сможете заключать более выгодные сделки на работе, да, либо меньше терять времени на клиентов, которые не собираются ничего покупать, а пришли только там, не знаю, поругаться или энергию стянуть, или вообще внимание просто получить. Вот. Вы, например, будете заканчивать разговор быстрее, не сливать свою энергию и, например, направить внимание на того, кто готов к покупке, да, и тем самым вы и свою выручку сделаете больше, и компании поможете, ну, соответственно, можете прям чувствовать, какие бизнесы пойдут, какие не пойдут, какие товары пойдут, какие не пойдут. Да, у вас тут на деньги хорошо может повлиять, причем можете получить хорошее изобилие. Это, во-первых, туз пентаклей, можете найти какие-то шансы. Ну, я как раз говорила о том, что вы можете либо сменить профессию, либо продвинуться очень хорошо по карьерной лестнице, либо даже что-то свое открыть, потому что здесь у нас еще руна Феху и Беркана, она про такое изобильное состояние, в том числе про деньги. Дальше тройка мечей, но здесь у нас Дагас. Вам как могут, кстати, даже подсказывать про людей, да, с кем связываться, с кем не связываться, кто, например, набивается в друзья, но вы чувствуете, что у человека нож, да, за пазухой, он вам готов нож в спину, да, вот. Кто отнимет ваше время, кто вот какие-то пустые разговоры ведет, ни к чему не приводящие, да, вот очень хорошая может быть чуйка в сделках. Четверка мечей. Вы причем, кстати, можете даже работать на либо межгород, да, с какими-то другими городами, либо действительно даже какими-то другими странами. Здесь, возможно, не просто так я про языки сказала. То есть здесь фишка вообще в том, что вы очень многие свои таланты почему-то считаете чем-то обыденным и совершенно их не замечаете. Тройка пентаклей. Вы себя, знаете, прям как-то, ну, принижаете по способностям. Вы можете работать, знаете, как подмастерье, вот так королева кубков здесь. У вас прям руна Дагас. И Альгиз тоже 2 раза выходит. А это и поддержка высших сил, да, это и помощь высших сил, и это вот действительно движение в каком-то потоке, это, как сказать,
искусное овладение своим временем, да, вы знаете, куда, вот, как говорится, в нужное время, в нужном месте, куда пойти, куда поехать, с кем коммуницировать, и вас как могут даже направлять, давать вам знаки, давать вам прям подсказки, что вот это вот это может выстрелить, вот здесь, вот с этими поработать. Вы прям очень хорошо чувствуете людей. И рыцарь Пентаклей, здесь опять Дагас и Манас. Здесь и про лидерские способности в том числе. Вы вполне можете свой бизнес какой-то сделать, свое дело. Можете быть и руководителем. Здесь рыцарь у нас, ну, пока здесь, знаете, как больше самозанятый, либо какое-то небольшое дело, где вы помощник какой-то, например, да, там вы, там пара продавцов. То есть здесь пока еще не что-то такое огромное, да, вы здесь пока только начинаете, либо это какой-то небольшой отдел, там, да, до 10 человек, даже может быть меньше, где-то 8 вот примерно. Но вы вполне способны это сделать. Причем у вас может быть талант руководителя в том числе, а вы сидите, например, каким-то рядовым менеджером. Опять Альгиз. Руна поддержки высших сил. Причем вы можете тоже людей поддерживать, опять-таки, вот в плане лидерства, да, вы можете... У вас здесь вот действительно какое-то потоковое чувствование людей может быть. То есть если, например, это не про рисование пения, то это вот действительно поток именно с людьми. Здесь, видите, Луна немножко такая... Смотрите, если вы... У вас могут быть немножко такие, знаете, страхи или какие-то убеждения, что вы еще не да, либо что вот все руководители, они какие-то вот, страшные, скажем так, что какие-то грозные люди, которые там наказывают всех, и вы поэтому туда не идете. Вам нужно немножко пересмотреть. Либо что все художники, они, например, там зазнайки, все они такие, как бы... как сказать, надменные, например, да, или там все певцы или блогеры, они все такие надменные, или им лишь бы деньги, там ничто их не интересует. У вас как немножко борется материальное с духовным, да, а вам нужно это примирить. Потому что, во-первых, не все такие. Это чисто ваше убеждение, либо какой-то опыт выборочный, да, с какими-то людьми. Если у вас вообще тем более опыта своего такого нет, то это чисто убеждение из какого-то коллективного бессознательного, да, вот. Вам нужно из этого выбираться конкретно и не кормить чужих драконов. Вам это не помогает никак. Вот, и по влюбленным как раз вы выходите на коммуникацию с людьми, причем такую, которую движовую, вполне. Здесь прям у человека будет очень много коммуникаций. Видите, опять светлое и темное. Если помирите свою тень никчемности, которая, да, вот вам дает на самом деле ресурс чувствования очень сильного, вы этот мир прям конкретно чувствуете, можете прям считывать хорошо, особенно если вы практик, например. Поэтому вот это вот признание ваших талантов, видение этих талантов, оно вам даст очень классное движение вперед. Давайте еще чуть-чуть что-то там нужно посмотреть. Видите, здесь уже восьмерка из тройки пентаклей, идем в восьмерку пентаклей. Здесь опять-таки Лагус, который у нас и выпал, и Ансус. Лагус я вам уже объяснила вот этим всем, а Ансус тоже знание, восьмерка пентаклей, это уже вот хорошее такое мастерство, вы начнете прям действительно развивать свои таланты, оттачивать вот это мастерство, применять, возможно, даже уже где-то учить и других. Тогда что?
Иерофант, да, не зря сказала учить других. Возможно, даже где-то учить других. Либо если вы, например, построите свой бизнес, начнете учить других, как это делать. Если вы там, отточите свое мастерство в рисовании, можете начать учить других. То есть здесь вы можете свои таланты и знания даже передавать каким-то другим людям, у вас даже могут появиться ученики. И здесь у нас еще маг на дне, тоже классно. Поэтому вот такая вот тема. Принимайте ваши таланты. А вам очень ваши наставники, ангелы и высшие силы настаивают на этом. Поэтому пишите ваши резонансы в комментариях. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Здесь много чего у нас интересного. Буду рада почитать ваши вопросы какие-то, возможно, у вас есть предложения. Благодарю вас. Всем пока-пока. До новых встреч.